Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Давно хотела попробовать шить такую красоту. И, наконец, нашла подходящие ткани. Плотные, мебельные, износостойкие. Из них нарежем длинные полоски шириной 11 сантиметров. Я даю вам свои размеры. Естественно, вы уже будете ориентироваться по своим тканям. От количества полосок, их ширины, будет зависеть и размер готового изделия. Определяемся с раскладкой. По моей задумке, первым и последним рядом должен быть темно-коричневый цвет. Все полосы сшиваем между собой длинными сторонами. Ткани у нас плотные, мебельные, очень упругие, поэтому отшитые детали разворачиваем и обязательно отстрачиваем швы. Прижимаем припуски машинной строчкой. Получившееся полотно обязательно пропариваем утюгом, чтобы все лежало ровно и аккуратно. Для дальнейшей работы нам понадобится выкройка. Нужен угол 30 градусов. Самый простой способ его найти – взять школьный угольник. Выкройка понадобится большая, длинная. Мы выровняем получившийся треугольник и еще немного срежем острый угол. Получается трапеция. Ее сложим пополам, найдем середину. После этого приступаем к крою. Здесь самое главное – ровно уложить нашу выкройку. Наметим первую деталь, выкройку перевернем и обрисуем вторую деталь. Всего нам понадобится 6 таких заготовок. Почему вот нам нравится лоскутное шитье? Потому что работаем не только руками, но и мозгами. Детали получаются зеркальные. Вспоминаем геометрию, развиваем пространственное мышление. Раскладка готовых деталей самая простая. Здесь уже не запутаешься. Теперь нам остается только сшить эти детали, клинья, между собой. При работе за швейной машинкой следите за тем, чтобы совпадали начала цветных деталей. Естественно, что эти швы мы также разворачиваем и отстрачиваем. Мне хочется, чтобы получился плотный, теплый коврик. Поэтому готовим сэндвич. Плотная ткань для обратной стороны, слой утеплителя, цветная лоскутная деталь. Все тщательно расправляем и скрепляем английскими булавками для квилтинга. Обратите внимание, они изогнутой формы. Когда все слои закреплены, убираем лишнюю ткань, но оставляем небольшой запас. После этого приступаем к стежке.
Здесь получается очень много слоев ткани. Мебельная ткань ворсистая. Все это сложно прошивать на обычной бытовой швейной машинке. Поэтому воспользуемся небольшой хитростью. Шьем декоративным трикотажным швом. Его еще называют зигзаг в 3 прокола. Стежку делаем по швам, по главным линиям. Знаете, когда прошиты центральные линии, в принципе уже можно остановиться. Но в этот момент я вспоминаю слова из русского романса: «Я пью все мне мало, уж пьяною стала». В общем, вы догадываетесь, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Добавляем объем. У нас нашлись обрезки синтепона и холофайбер. Заполняем самый дальний маленький ряд, а потом закроем этот ряд, прошьем на швейной машинке. Потом также наполним и все последующие ряды. Работаем последовательно. Почему именно так? У нас простая бытовая швейная машинка, и большую толщину она просто не возьмет. Вы уже заметили, что у нас остается открытая середина коврика. Пришло время ей заняться. Выкроем деталь в форме полукруга. Потом соединим его с кусочком вспомогательного материала. Прошьем по дуге. Дальше сделаем надсечки и вывернем получившуюся деталь. Этим полукругом закроем центр коврика. В получившийся кармашек можно также добавить немного наполнителя и зашить оставшиеся отверстия. Остается только сделать окантовку. У меня это просто прямая полоска ткани с шириной 5 сантиметров. Я не стала срезать углы у полукруглой детали, поэтому бейку можно взять прямую. И получается у нас очень интересный коврик полукруглой формы. Он довольно большой. В широкой части 60 сантиметров, а в длину 1,20 м. Он очень плотный, теплый и объемный. Его можно постелить около кровати, чтобы вставать на него по утрам босыми ногами, или пристроить его в любимое кресло. Думаю, что когда вы сошьете такую красоту, то сами придумайте, где он лучше всего послужит. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!